Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. Канале для тех, кто хочет похудеть, развиваться физически и интеллектуально. Когда-то давно, когда я был совсем малышом, я часто у отца на столе видел банку с маленькими цветными бусинками. Она достаточно была такая внушительная, для меня казалось, по размерам, и была заполнена так серьезно. Бусинки были разноцветные, интересные, красивые. Я часто просил отца дать мне банку поиграть, хотел высыпать, но он мне давал банку, да, посмотреть, покрутить в руках, но не давал ее открыть и вытащить из нее ни одной бусинки. Приносил одну бусинку и отдавал мне ее. Копил уже какое-то время, нанизывал их на леску, играл ими, но никогда он мне не разрешал мне самому открыть и вытащить оттуда эти бусинки, поиграть полным количеством. Я, в общем, этим и довольствовался, пока, наконец, не настал некий осознанный период в моей жизни, когда я захотел узнать у него, собственно, а почему же он не разрешает мне открыть и все высыпать. Тогда он мне рассказал очень интересную историю, философскую, которую я запомнил и пытаюсь применить в своей жизни. Единственное, что, к сожалению, наверное, я слишком эгоистичен, и у меня это плохо получается. Но в любом случае хочу, чтобы вы ее послушали, осознали, может быть, она вам в жизни пригодится. Настал этот день, и он решил объяснить мне свою теорию этих бусинок. Так он мне рассказывал. Он говорит, в один прекрасный день он сел и посчитал, что, прикинул, что люди живут в среднем где-то 75 лет. Кто-то больше, кто-то меньше. Он взял усредненную эту цифру. Дальше он взял и умножил эту цифру на 52. Это примерное количество воскресений в одном году. Чувствуете, математический склад все-таки ума у моего отца был. Дальше он сделал простые вычисления и получил, что эта цифра 3900. Эта цифра, конечно, сама по себе ничего не значит, но выглядит она достаточно внушительно. Он представил, что вот эти 3900 это количество, не представил, а рассказывал мне, что 3900 это количество воскресений за всю жизнь, если человек проживет 75 лет. Дальше была очень интересная вещь. Он мне поведал, что, говорит, задумался об этом он только когда ему было 50 лет. Соответственно, большая половина из этих 75 уже была прожита. По сути, 2900 воскресений уже остались позади, и впереди было только 1000. Тогда он решил пойти в магазин рукоделия, купил себе 1000 этих бусинок и сложил их в эту прозрачную банку. Для чего же он это сделал? Каждое воскресенье он брал одну такую бусинку и давал мне играть. Банка, соответственно, становилась все менее наполненной. И главное, что он мне сказал, прежде чем я дальше расскажу тебе, я пойду обниму нашу маму, поцелую тебя. Потом позанимаюсь любимым делом, уделю внимание искусству, научным работам, хобби, физкультуре и продолжу наш рассказ. Я хочу сказать, что сегодня, как он мне сказал, вытащил последний шарик, последнюю бусинку из этой банки. И теперь каждый следующий день, каждое следующее воскресенье воспринимаю как подарок судьбы. И проводить его собираюсь исключительно даря любовь, тепло близким и окружающим. Поэтому
Пойдем на прогулку. Да, пойдем на прогулку, так он мне и сказал. Сейчас я несколько даже растроган от воспоминаний об этом моменте. Тогда я, конечно, не придал особого этого значения, просто с удовольствием пошел с ним на прогулку. Итак, к чему я это все веду? Сейчас, когда мне почти 50 лет, я также вспомнил эту вещь, также задумался о ней. И правильно, я пытаюсь уделить своей семье значительно больше внимания. Я пытаюсь не тратить время на вещи, которые в принципе мне не интересны. Я хочу делать то, что я хочу, пытаюсь прожить каждый день полноценно, хотя это не всегда удается, но главное стремление. Поэтому я хожу, занимаюсь физкультурой. Вам рекомендую, хочу показать небольшую нарезку со своей тренировки. Рекомендую вам также следить за своей физической формой, чтобы ваше тело соответствовало вашему духу. Надеюсь, у вас дух молод. Надо ценить каждый день нашей жизни и дарить любовь близким, родным и себе обязательно тоже. Надеюсь, этот выпуск вам понравился. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите предыдущие видео, если вам интересно. Всем удачи, пока.